Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Астро Инспирационе. Прогноз Таро на декаду на следующие 10 дней, по сути, до конца мая. Давайте узнаем, что ждет вас в ближайшее время. И я так искренне надеюсь, что Таро расклад поможет разобраться вам в ситуациях и продумать правильные решения. И вы получите представление не только о событиях, которые вас ожидают, но как этим всем воспользоваться. И первые 3 карты мы достанем как 3 знака судьбы, что будет совсем скоро, в ближайшие дни. Какие секреты Таро нам готовы раскрыть. Может быть, с чем-то это связано, с конкретным, ну как сфера жизни, а возможно и человек, что вам нужно услышать прямо сейчас. И конкретные вопросы мы тоже с вами зададим. И первый вопрос: что вы внезапно узнаете? Именно узнаете. Продолжим тему, что же прояснится, к чему все идет. Ну и по основным сферам жизни. Вот давайте нам сделаем такой прогноз. И первое, это у нас личная жизнь, любовь. Что в доме мы говорим, да? Вот вопросы дома, вашего места пребывания или планируемого. Работа, достижения, у кого-то учеба, важные встречи, документы, у кого что. И деньги, мои дорогие, что ждет в ближайшие дни до конца мая. Итак, первый знак судьбы. Что, какие подсказочки нам дадут карты. А вот смотрите, либо много поездок, у кого-то работа с командировками, у кого-то планируемый, правда, переезд. Или когда вы что-то просчитываете. Возможно, иногда по этой карте, это карта заслуженного успеха, очень такая добрая карта. Но еще какой-то путь нам надо пройти до этого успеха. Имеется в виду первые шаги. Поэтому у кого-то может совпадать с новым обучением, процессом обучения, офлайн или онлайн. Тут по-разному. Потому что по этой карте, к примеру, даже творчество может проходить. Или вас может что-то заинтересовать как дополнительный источник дохода. Очень может быть актуально. Ну или сама по себе поездка. Вполне вероятно. И к вам какой-то человек или какая-то планируемая встреча. Но больше тут говорят о том, что вот именно динамика движения идет. С чем это связано? Давайте дополнительную карту. Может быть, и вы хотите. Вот, кстати, посмотрите. 7 мечей, так неоднозначно. Мы называем карта вора, да? Но есть и другое значение, как и в любой карте, плюс и минус. Забрать свое. Может быть, какая-то история, которая прежде была у вас с чем-то связана, с таким не очень приятным. Здесь она как, ну, активизируется. А с чем это вообще связано? А вы знаете, тут, скорее всего, хочется сказать, девушка смотрит в окно. Когда долгое время у вас ничего не менялось. Точно. Тут вы, скорее всего, какой-то мрак из своей жизни, так и хочется сказать, убираете. И внешние предпосылки к этому есть. Возможно, вам уже хочется больше жизненного драйва. Какое-то время очень символично как раз времени мая, потому что 1 мая у нас было полнолуние в вашем знаке. Оно поднимает все, ну вот, глубинные процессы такие, которые больше на уровне психологии, да, мы рассматриваем, эмоции, мои дорогие. И 16 у нас мая происходит новолуние в Тельце, а Телец как раз это в центре, кстати, наших интересов, вопросы благополучия. Завершается тоже полнолунием, но в Стрельце. То есть вот такие этапы, которые, как, знаете, волнообразно, вот месяц май проходит. Но у нас еще и Плутон, ваша планета-управитель, которая ушла в ретроград 6 числа. И пробудет до, как минимум, до середины октября. Как бы к нам могут возвращаться вопросы, хотя я допускаю и чуточку дальше, потому что там у нас еще совпадает с ретро-Сатурном до 11 декабря. Но как минимум до середины октября, возможно, какая-то тема, она, ну вот, не решается в один заход. Вот, да, какая-то сложная может быть ситуация, все мы разные. Но вот так вот планомерно и уверенно вы найдете выход, я так больше вижу, как же вам правильно поступить. Для кого-то это может быть конкретный человек, даже который рожден под знаком зодиака, стихия огонь, да, мы говорим. Овен, лев, стрелец, может быть, и есть. Или имеет там асцендент. Это может быть и ваша какая-то энергия, вы хотите что-то осуществить. И это ведь сильная позиция. Отличает королеву жезлов умение хранить тайну. Это как раз про вас.
Но я должна сказать, вот если в мае, вот есть эта астрология, тут уже карты ни при чем. Ведь тут может быть какое-то важное решение, когда и продумывали, что-то сравнивали, тут может быть и вопросы финансов, и вопросы работы. Деловая больше карта. Какой-то проект. Так вот та тема, которая вас ставит еще, может быть, в тупик, мои дорогие, в течение мая, благодаря ретро-Плутону, у вас прояснится в течение лета. Вот так. Поэтому и заслуженный успех. То есть не вот буквально так рывкообразно, оп, и все сделал. Нет, тут как-то так с тонким подходом, мои дорогие. Второй знак судьбы. Ну, точно. Какой-то лабиринт у вас заканчивается. Кстати, получение какой-то новости, важной бумаги, информации. Что это, с чем это связано? Ну, тут больше ваша карта. Или какое-то важное решение, может быть, по части личной жизни. Точно, 2 туза. Такое неоднозначное решение. И все то, что я говорила только что, больше даже астрология, нежели карты, то, что в мае пока напоминает путаницу или лабиринт в течение, может быть, заходом на лето у вас точно будет, как примет четкие очертания, четкие рамки. Нужно, не нужно. Или как мне взаимодействовать с этим, или взаимодействовать с кем-то с другим. Какую для меня, ну вот вы можете такие вопросы решать, которые как направление именно в жизни, чтобы закончился лабиринт. Но это одновременно, будьте к этому готовы. Аналитика, все-таки мечи – это интеллект, а туз жезлов – это уже действие. И тут 2 туза – это 2 как новых начала. Или пусть начало одно, но оно скорее будет включать в себя сразу несколько сфер жизни. И может быть это в том числе и личная жизнь, мои дорогие. Ну давайте третий знак судьбы. 8 мечей. Вам категорически противопоказано устраивать себе вечер воспоминаний или каких-то рассуждений, мои дорогие, это точно. Потому что, ну вот, закончилось и закончилось. Как будто изящное завершение, рядом туз чаш. Вот у вас, наоборот, что-то складывается хорошо. Но почему-то Скорпион обращается мыслями в прошлое. Что это такое? Ну, как-то ты так давай умеренно. Не накрой сам себя, додумывая какие-то позиции. У тебя сейчас вообще на кону. Посмотрите, прошлое завершилось. Вот четко нам говорят карты. А вы можете что-то, ну, какое-то самокопание, начинать думать. А вот вдруг там вот так не пойдет. А вот когда-то там было все наперекосяк, а вот вдруг оно и сейчас не так. Вы понимаете, ваши мысли могут идти вразрез с реальностью. Вот, увы, знак судьбы. Изящно завершил, или точнее оно уже завершилось. Оно только в твоих воспоминаниях. Ну, может быть, где-то ретро-Плутон и накрывает. Вот, кстати, по ретро-Плутону 3 знакам, ну, не совсем так просто. Это вот вы можете быть, мои дорогие, это могут быть тельцы. Ну, у них там, потому что тоже такой трансформационный момент. И это у нас еще может быть водолей. Ну, может быть, у кого-то именно, ну, есть контактные лица, вот именно в этих знаках. И тут и люди вам могут приносить сомнений, каких-то путаниц. Я такое не исключаю. Помните, мои дорогие скорпионы, вы стоите на пороге такого будущего, который по карте звезда как десятилетие. Сейчас не надо спешить, не надо торопиться вердикт какой-то выносить. Еще аркан умеренности, пусть не в этой колоде, но где-то так может свидетельствовать, а рядом туз кубков, что пройдет какое-то время, может быть, в течение последующего периода. Вы знаете, это как, ну, наверное, наша судьба, вот ваша судьба, дает вам какой-то не просто шанс, а такой момент, когда вам придется действовать, и это даже может происходить через, знаете, как какую-то призму сложную, как не было бы счастья, да несчастье помогло, как вдруг какой-то момент, когда 1000 дорог в одну точку сходятся, или какой-то вот такой момент, когда мы говорим случайности, не случайны. Ну, поэтому, может быть, и карты говорят, ты тут до конца мая, да, у тебя на более такой продолжительный период как бы закладывается фундамент жизни. Но это не имеет ничего общего ни с методами в прошлой жизни или в прошлом жизненном этапе. И точно так же не имеет ничего общего с теми мыслями, которые тебя могут накрывать. Ну вот почему-то именно об этом, поэтому захотелось вспомнить об ретро-Плутоне. Ну все же, до конца мая, что вы узнаете, да? А узнаете что-то, Паш Жезлов, это весть.
Какая-то весточка будет. Но, кстати, по пажам, это ведь всегда жизненный, опять же, этап, как будто жезл. Один круг уже очертил и выходит на новый виток. Но вот куда ты денешься? Как восьмерка мечей, так и девятка мечей. Это карта искаженного восприятия. Мы не видим выход. А ведь нам говорят, открой глаза. Поэтому, может быть, вам так красноречиво, кстати, эти карты выпали тоже с закрытыми глазами. Мы смотрим вглубь себя, вы понимаете, в чем? Это психологически так. А снова нам карта говорит, это у тебя уже все там завершилось. У тебя вот именно, может быть, вот это какая-то, ну, такая скованность. Она именно из-за того, что вы не можете что-то просчитать. Но я должна сказать, у вас волшебно будет работать интуиция. Доверяйте себе. Вот для вас ретро-Плутон – это когда время, пространство, Вселенная учит вас доверять себе. И даже если в реальной жизни еще нет подтверждений, мои дорогие, у вас же чуйка феноменальная. Поэтому вы что-то сделали уже очень правильно. Какие-то шаги, вот буквально, может быть, первые вы сделали. Это, знаете, как отплыть вот словно на этой лодочке от безжизненного берега, где ничего не растет. Но потом оказаться среди волн, может быть, бушующих, и начать думать. А может быть, правильно я сделал или нет, или сделала. А может быть, ну как будто нет тут мысли вернуться назад, но сомнения в правильности выбора, они могут накрывать. Ладно? К чему же это все идет? Я знаю, что многие из вас знают карты Таро, карта Солнца. У вас две карты выбора правильного направления. Поэтому у вас как два этапа. Сначала 6-8 месяцев, потом 10 лет. И именно до конца года, с заходом на 27-й, может быть, январь-февраль, но оно где-то по астрологии тоже так совпадает. Вот это самый ответственный период. Стало быть, вот как тема какая-то, да, где вы и так думали, и эдак думали. Тут не надо себя мучить. Тут вот именно себя мучить не нужно Скорпиону. У вас как раз сейчас все складывается, а более того, как я сказала, случайность, не случайная, у вас еще будет в течение лета не раз какие-то подтверждения будут, хочется сказать. И вот те события, которые для вас будут складывать хороший сюжет, может быть, через встречи, через контакты, через ваши внутренние, ну, как инсайты, я не исключаю. Но, по сути дела, к чему все идет? Дорога к солнцу, к прояснению, к свету, к новому качеству жизни. Личная жизнь, любовь. Тут кто-то знаки внимания. Иногда по этой карте новые знакомства. Но, в принципе, хорошее настроение, мои дорогие. И, ну, когда бабочки в животе, да, вот от этой карты тоже такое может быть. Или когда нам льстит, может быть, и подарок, вот такой букет роз, да. Или взамен вот такого сердца. А вы посмотрите, как будто на смену израненному сердцу, ведь всегда эта карта, любая тройка, карта будущего, вы слышите от меня. Но вот в данный период времени она как раз и показывает, о чем вы думаете, или что, ну, вы сейчас как-то анализируете или вспоминаете. Так вот, вспоминаете вы о том, что было когда-то, ну, в личной жизни. Это ведь карта здорового равнодушия. Шрамы уже заросли. Нет смысла оживлять какую-то давно ушедшую историю. Ваша задача идти вперед. Или если это для кого-то, правда, новое знакомство, тогда не нужно сравнивать с каким-то прежним человеком. Или если прежде была какая-то неудача, это не значит, что вот оно тут всегда так будет. Кто-то может из вас буквально уйти с головой в работу. А еще нам карта говорит, работать нужно над отношениями. Все-таки, да, это карта работы. И иногда это карта, знаете, скрупулезного какого-то изучения. Вот, может быть, это изучение одного, другого человека, ну или одного другим, будем говорить, если это в паре. То есть эта карта говорит о том, что не торопись, опять же, выносить какой-то вердикт. И отношения это никогда, ну вот, прямо маршируют ровно так, как мы кому-то говорим. А тогда неинтересно, рано или поздно завершается вот этот марш, это начинает раздражать, это начинает надоедать, и как с вашей стороны, так со стороны другого человека. Тут какие-то более доверительные, более надежные отношения есть возможность построить. А то и помириться, кстати, для кого это актуально. Или встретить даже нового человека. Причем кто-то может встретить, занимаясь другими делами, обращаясь в инстанции или решая вопросы по работе.
может состояться новое знакомство. Что в доме? Может быть, и правда кто-то задумал поездку или, возможно, переезд, обустройство дома. Кто-то ищет, где вы будете, может быть, проживать. Все зависит от ваших планов. Но нам выпадает денежная карта. У вас как раз возможность, вот как деньги в дом приходят, будем говорить, когда вы можете что-то, как поставить точку в какой-то прежней, может быть, как прежний антураж, хочется сказать, да, или в прежнем комфорте, или в прежнем интерьере. Вы что-то тут либо задумаете дома изменить, может быть, буквально так, или вы можете задумать просто поменять как дислокацию. Подальше, поближе, тут у каждого по-своему. Но хочется вот именно вам обновлений. Но как будто финансы, точно, они вам будут позволять это сделать, мои дорогие. А и правда, когда мы жилье, да даже хлам какой-то выбросим из дома, как, боже, совершенно другая аура у дома, другие какие-то впечатления, когда мы заходим в свой собственный дом. Он уже получается обновленный. Казалось бы, хлам выбросили или какие-то вещи, которые лежат там энное количество лет. Надо, не надо. Может быть, вот у кого-то так. Но здесь есть обдумывание, опять же. Опять же, не торопитесь. И интуиция, мои дорогие. Это вы, Скорпион, знает, как поступать. Но, видимо, периодически, если есть знания, не сомневайтесь в себе. Тут какую сферу не возьми, у вас как будто пока карта демонстрирует то, что вы думаете или где-то в воспоминаниях находитесь. А нам говорят, а реальность она совсем другая. Она уже играет для тебя другими красками. И твоя задача это увидеть. Ладно, работа, достижения. 4 пентаклей. Но это не карта динамики. Нам больше говорят о наблюдении, о сохранении. Сохранение может быть некоторых прежних позиций, а паж Пентакли может говорить, что вам, возможно, придется получить какую-то бумагу, сертификат, или для кого-то это может быть курсы, работа в команде. Смотрите, здесь, вот я так скажу, смотрите, 3. Здесь как на обновление работы. Или будет хорошо, когда, ну, если это ваше творчество, ваше дело, бизнес, когда элемент вы такой добавите обновление. Более того, карта говорит, что как будто требуется, ну, знаете, раньше, когда-то очень давно считалось, пришел на работу, вот если ты на одном месте работы, находился там десятилетия, то ты герой. Сейчас, конечно, давным-давно уже все поменялось, и даже есть советы менять, да, периодически, потому что, ну, мы так подзастреваем, нам уже все это где-то, ну, нудно становится, все однообразно. Вот даже если вы не собираетесь менять, то тут какой-то элемент новизны все-таки будет. Либо это у кого-то может быть работа на дому, дополнительный доход, обучение, изучение чего-то. Это вам, знаете, ну, добавит. И, да, кстати, я должна сказать, по 3 пентаклей, это может быть как экзамен жизни. У кого-то буквально может быть экзамены, вот кто учится, да, и вы получаете документ, но любые знания, которые вы сейчас, может быть, до конца мая для себя приобретаете или решите, правда, отправиться на какие-то курсы, вы в последующем на этом сделаете деньги. Это все-таки 2 денежные, 3, точнее, денежные карты, когда мы сначала обдумываем, прицеливаемся, а потом действуем, и для нас раскрывается как новое поле деятельности. И есть элемент новизны. Поэтому вот подумайте, для тех, кто, кстати, ищет работу, можно ее найти. Но будьте готовы к процессу обучения. Или, может быть, вам предложат пройти какие-то предварительные курсы. Или разобраться. Может быть, это, как знаете, освоение профессии на рабочем месте. Ладно, что с деньгами? Ну, фортуна на вашей стороне, когда эта карта падает. Правда. Но это, знаете, тот момент, когда, ну, нужно, видимо, по крайней мере, по части денег. Деньги приходят. Поэтому тут по части денег, может быть, это краткосрочные какие-то заработки. Или когда по работе, вот, кстати, да, кто ищет работу, тоже может найти. Здесь все-таки элемент фортуны. До конца мая он в вашей жизни присутствует. Но ведь ваша задача тогда увидеть. Поэтому все то, что я говорила, не устраивайте себе глубокую философию на мелком месте. Вам, наоборот, нужно видеть объективно, как и людей быстро анализировать, а вы это умеете, так и анализировать те обстоятельства, которые сложились.
нет пути уже назад. Нет уже вот этой вот, ну, какого-то процесса, когда, ну, необходимо что-то продумать. Нет, тут вопрос в том, чтобы идти вперед. И для себя новые методы действий, новые методы активности. У кого-то новые и отношения тоже могут быть. А если старые, то тут прежние. Тогда тут тоже есть какая-то конфигурация, о чем нужно подумать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте и подписывайтесь на телеграм-канал. Там все виды моего творчества и все 3 канала и статьи сайта. Я обычно публикую краткие посты со ссылками. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.